Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут, когда все-таки будет представлен флагман Xiaomi 12. Но сегодня, что удивительно, сразу несколько инсайдеров опубликовали фотографии защитного стекла для данного гаджета. А это нам говорит о скором выходе смартфона и то, что всевозможные производители чехлов уже вовсю готовятся к запуску этого чуда. А также фото дает окончательное представление о дизайне задней панели устройства. Стоит отметить, что ничего уникального в плане дизайна смартфон предложить не может. Компания решила не экспериментировать и выпустить привычный корпус. Такой дизайн использовался еще в прошлогоднем Xiaomi Mi 10T. В линейке Xiaomi 12 должно быть минимум 4 модели. Помимо базовой версии, компания также представит ее Pro вариант, ультимативный Xiaomi 12 Ultra и компактный Xiaomi 12X. Фото Xiaomi 12 подтверждает нам информацию, что камера смартфона получит один большой модуль камеры, предположительно разрешением 50 мегапикселей с оптической стабилизацией, а также два дополнительных модуля сверхширокоугольный и макро. И также мы видим светодиодную вспышку. Стоит отметить, что уже сейчас известны практически все технические характеристики смартфона Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, а также компактного Xiaomi 12X, которого в наше время очень сложно найти. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! Сообщается, что Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro получат изогнутые экраны диагональю 6,7 дюймов, разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц. Они будут выполнены по технологии LTPO. Преимущество таких экранов — это автоматизированный динамический контроль частоты обновления экрана, а также энергопотребление становится ниже на 10-15%. LTPO — это прорыв, поскольку не требует дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это стоимость. Xiaomi 12 будет стоить чуть более 4000 юаней. Это приблизительно $630 США. Если сравнить с предыдущим поколением, то Xiaomi Mi 11 стоил в Китае на старте продаж $570. Повышение цены связано с тем, что смартфон будет работать под управлением процессора Snapdragon 8 Gen 1, а его сейчас практически нет из-за нехватки полупроводников. Но давайте посмотрим основных конкурентов, которые сейчас есть на рынке. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам, но вначале давайте найдем хотя бы конкурентов на Snapdragon 888. Как вы видите, это OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, Realme GT, Xiaomi Mi 11 Ultra, а вот теперь мы воспользуемся подбором по параметрам. $630 это плюс-минус 46 тысяч рублей. Давайте возьмем до 50 тысяч. Как мы видим, всего лишь 11 моделей. Это OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Realme GT, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Zenfone 8, Mi 11i, ROG Phone 5, ну и так далее. На мой взгляд, основной конкурент Xiaomi 12, как ни странно, OnePlus 9 Pro. Тем более цена у данного гаджета достаточно невысокая. Как вы видите, тут вы можете посмотреть, какой продавец вам предоставляет максимум скидки. И не заходить в каждый магазин, пожалуйста, e-каталог сделал это за вас. Также есть отзывы реальных покупателей, где вы можете для себя что-то отметить. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Xiaomi 12 и 12 Pro получат топовый процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1. Мы получим трехкластерную архитектуру. Большое ядро Cortex X2 работает
на частоте 3.0, 3 ядра Cortex A710 трудятся на частоте 2.5, 4 малых ядра Cortex A510 на частоте 1,79 ГГц. В однопоточном режиме в Geekbench система набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов. Платформа получит графический процессор Adreno 730, процессор обработки изображения Spectre 680. Ожидается, что при тестировании в Antutu процессор сумеет преодолеть барьер в 1 миллион баллов, установив рекорд в своем классе. Фишкам стоит отнести 2 стереодинамика, а также защиту от пыли и влаги, что является большим плюсом. Также, как я и говорил ранее, в линейке ожидается модель Xiaomi 12X, которая получит 6,3-дюймовый дисплей разрешением 1080p и однокристальную систему Snapdragon 870. Это, напоминаю, 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года и изготавливается по 7-нанометровому техпроцессору. Он имеет одно ядро Creo 580 Prime Cortex A77 на 3.2, 3 ядра Creo 585 Gold Cortex A77 на 2.4 и 4 ядра Creo 585 Silver Cortex A55 на 1.8 ГГц. Пару слов про Xiaomi 12 Ultra. Смартфону приписывают элемент питания емкостью лишь 4500 мАч. Скорость зарядки окажется на уровне нынешней модели 67 Вт. Но за счет меньшей емкости новинка полностью будет заряжаться быстрее, чем Mi 11 Ultra. Но вот такие смартфоны получатся у компании Xiaomi. Конечно же, вы должны понимать, что компания Xiaomi с каждым годом выпускает все лучше и лучше свои флагманы. Но тут все хорошо. Есть флагман, есть серия Ultra и так далее. Но для меня интересный смартфон самый из данной серии, это, конечно же, Xiaomi 12X. Это миниатюрный смартфон, который действительно сейчас очень востребован. Прошли те времена, когда люди носили вот эти лопаты и так далее, потому что у меня лет так 5 назад был Sony Xa Ultra, кажется, так он. Вот такая вот лопата, я не знаю. И я носил рюкзак, чтобы сложить туда смартфон. Сейчас уже эти времена прошли, все-таки производители поняли, что лучше делать минимальные рамки, но сделать действительно компактный смартфон. Ну, у него был экран, ну, допустим, на 6,5 дюймов. Это уже компактный размер в наше время. Вы должны это понимать. Я говорю сейчас приблизительно, а то сейчас начнут писать в комментариях, что 6,5, что это же уже лопата и так далее. Вот, но с каждым годом, как я говорил ранее, Xiaomi удивляет своих пользователей, а также фанатов. Сейчас мы получим достаточно неплохие смартфоны, которые заслуживают внимания. Ждем презентацию. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.